Всем привет! Вы находитесь на канале Real Fraud Story, и сейчас я поделюсь с вами важной информацией, которую нужно знать, и вообще свой взгляд на 5 популярных тайских банков, которые у меня есть и которыми я пользовался. Просто расскажу вам, какие лучше открыть, какие лучше не открывать, и что вообще выбрать, если у вас есть возможность открыть счет в банке в Таиланде. Первый банк, который у меня появился, я буду просто рассказывать по хронологии, какие банки у меня когда появлялись, и сначала без рейтинга, то есть. Первый банк, который у меня появился, это банк, который я открыл вообще по штампу, без каких-либо виз. Это Бангкок Банк. В первый день я тогда прилетел и просто по штампу, по обычному открыл этот банк. Бангкок Банк, стандартный банк, у них очень много банкоматов. Мобильное приложение не очень удобное, такое подлагивающее, но в принципе для всего пойдет. Карта Бангкок Банка работает везде вообще. После того, как я позвонил и попросил снять любые лимиты, она работает везде, в любом магазине. Просто если в каком-то магазине эта карта не проходит, значит там никакая карта не пройдет. Вот в этом суть Бангкок Банка. То есть Бангкок Банк более-менее удобный, хороший, и, в принципе, я его могу рекомендовать иметь. В общем, могу рекомендовать его иметь. Следующий банк, который у меня появился, это Крунгсри, он же Bank of Ayudhya. Это банк, который я уже открывал по студенческой визе. И у этого банка есть одно преимущество большое. В нем можно получать переводы Western Union прямо в приложении. То есть, если вам кто-то отправил Western Union, вы можете ввести номер перевода, и сразу же деньги упадут вам на счет. То есть это вот для каких-нибудь арбитражников, там, ну, вообще для людей, которые открывают счет в банке и не живут в Таиланде, очень удобно. Они там получили этот Western Union, сразу же вывели себе через крипту, и все. Очень удобно прям. Но это его единственный плюс, потому что само приложение ужасно лагает, он стрёмный, оно неудобное, карта говно. И самое тупое, этот банк не работает там с 11 или с 12, вообще всю ночь может не работать, каждый день. И если он не работает, онлайн-банк, то здесь это работает так, как я вообще в шоке был, когда узнал, что если не работает онлайн-банк, то у тебя карты тоже не работают. Ты ничего не можешь купить, ничего не можешь заказать, потому что, банк на обслуживании, и это каждый день происходит. Но это же вообще какой-то бред, поэтому банк Крунгсри никому не рекомендую, самый стрёмный банк в Таиланде вообще, который когда-либо у меня был. Следующий банк, который у меня появился, это Касикорн банк. Его тоже открывал по студенческой визе. Касикорн банк считается самым удобным, самым популярным в Таиланде. Ну, и это правда, он очень хорошо работает, очень удобный, не лагает, у них приложение, вообще все прям хорошо. Я не знаю, у меня вообще к нему никаких претензий нет. Всегда все как надо, все работает, все удобно, не подводит, поэтому Касикорн банк я могу смело рекомендовать всем делать в первую очередь, потому что этот банк очень удобный. Потом у меня появился по Elite Визе, я уже открыл банк ТТБ, ТМТ, что-то там на Чабарт, в общем, банк ТТБ. ТТБ банк мне, правда, очень нравится, он очень удобный, такой же, как Касикорн, не лагает, хотя карты у них дизайна как Крунгсри, и приложение, в принципе, похоже на Крунгсри, и как будто банковская система у них такая же, как у Крунгсри, потому что они одинаково неправильно написали мою фамилию, и это смешно, но оба этих банка, ТТБ и Касикорн, оба очень хорошие. ТТБ никогда не лагает, карта у них тоже везде работает. ТТБ вообще смело могу рекомендовать, тоже очень хороший банк, мне очень нравится. Ну и заключительный банк, который я открывал, это банк Крунгтай, тоже по Elite Визе, и тоже очень хороший банк, вообще приятный, не лагает, никаких проблем с ним нет. Банкоматов полно, поэтому если там нужна наличка резко, тут в Таиланде еще есть такая система, что выдать наличку без карты, что ты подходишь просто... бывает, что где-то ты не можешь оплатить что-то
переводом банковским, QR-кодом, сейчас вроде в России такая же фигня есть, и ты просто подходишь, нажимаешь там «выдать наличку», и он выдает тебе в банкомате наличку просто по коду 6 цифр, который тебе генерирует в мобильном банке. И вот у Крунгтая много банкоматов, ну, в принципе, у всех банков много банкоматов из тех, которые я перечислил, поэтому найти банкомат, особенно когда у тебя 5 банков, вообще не проблема. Поэтому я вот Крунгтай тоже могу смело рекомендовать. И вот из всех 5 банков, которые я перечислил, я бы поставил на первое место Кассикорн, на второе ТТБ, на третье Крунгтай, на четвертое Бангкок и на пятое Крунгсри. Жестко бы не рекомендовал открывать Крунгсри для пользования, потому что это говно, ну, кроме как Western Union, еще ничего у них можно принимать, вот это хорошо. Бангкок банк тоже, в принципе, бессмысленно, ну, правда, банк так себе стрёмненький. В первую очередь Кассикорн, потом можете ТТБ, но ТТБ сложно открывают, это просто мне повезло, поэтому Крунгтай прям хорош, вот могу рекомендовать вот эти банки. Ну, обязательно, конечно, Кассикорн. А так, ставьте лайки, подписывайтесь. Надеюсь, вам было интересно послушать про тайские банки. Пока.